Друзья, у нас сегодня второй день класса, и мы работали на Ленинградке, в Гурзуфе, там, где красивый дом. На крыльце у этого красивого дома, в общем-то, краска масляная на камнях. Любимое место художников, потому что открываются виды на море, на бухту, на Ленинградку вниз, на горы. С этой точки очень здорово писать вечером, когда зажигаются огни на набережной. В конце ролика я покажу, как шла работа, но сейчас несколько вопросов. Капля воздуха. Вячеслав, вот пленэр, но по видео видно, что солнечного дня нет, свет рассеянный. Сказывается ли это на качестве техники? И покажите пейзажи без солнечного света. Свет — это для художника как душа. Ну, душа в любой, даже вечером, ночью, кстати, капля воздуха. Особенно хороша душа расцветает, когда меркнет день, когда еще не наступила ночь, вечером. Но вы правы, я люблю солнце. Мне в Москве очень не хватает солнца. Я как-то закисаю. А когда солнце есть, все сразу, мир преображается радостью и счастьем. Смотрите, какая интересная вещь. Николай Фешин не считал себя пейзажистом. Он говорил, что я пейзажи писать не умею. Тем не менее, великолепные пейзажи его, согласитесь. Но вы в них не найдете резких теней, резких цветов. У него все очень спокойно, как будто бы свет рассеянный. И ему принадлежит фраза, что не гонитесь за солнцем, за светом, потому что свет может измениться, состояние может измениться, вы должны писать форму. Я затрудняюсь сказать, может быть, кто-то подскажет, лучше знает, о чем он именно говорил. Может быть, о живописи как раз портретной, в которой нет бликов солнечных, все очень ровно, рассеяно, освещено. Но это же перетекает и в пейзаже его. Там я не увидел резких каких-то теней. Мне интересно писать свет. Я сторонник в этом смысле коровинской живописи, когда пишу пейзажи. И мне интересна теплохолодность, различных включениях цвета в краску. Меня интересуют сложные цвета, их взаимодействие. Когда ты нацелен именно на это, на связи между большими пятнами, большими массами цвета, то без разницы, есть солнце, нету солнца. Просто солнце дает дополнительную тень, игру теней. И, конечно, это живопись сразу такая фантастическая, освещается этим солнцем. Живопись становится светоносной. У художника появляются мощные инструменты передачи света и тени. Но согласитесь, если вы на выставку принесете картины, которые сплошь солнечный день, на которых это требуется контраст. Требуется все-таки где-то повесить работы другого состояния, спокойного, вечернего, ночного, утреннего. Когда ты показываешь вместе с яркими, сочными картинами сдержанные этюды, пейзажи, когда это разноцветность такая, когда ты показываешь, что ты владеешь и знаешь, чувствуешь природу, которая в разных состояниях ты ее изображаешь. Конечно, это обогащает мир художника, его видение, и зритель это чувствует, он видит его многогранность. На технику живописи это не влияет состояние природы. Ты всегда нацелен не на передачу того, что ты видишь, не изображение, отображение, я уже говорил много раз, на создание чего-то нового, на создание произведения, новой реальности. Картина — это совершенно новый мир. Раньше его не было, он создан на основе того, что ты видишь. Интересно поэкспериментировать с фактурой. В таких пейзажах спокойных, где нет резких теней, рассеянный свет, фактически нет теней. И работают просто массы цвета, тональные отношения пятен.
И когда это взято искусно, это, конечно, завораживает. Художник на севере. Да, малый формат писать интересно. Выходит быстро, что важно на пленэре. Но вот у меня не получается сделать большую работу по маленькому этюду. В чем секрет? Да дело в том, что не нужно ставить цель его перенести, как он есть, в большой формат. Не получится. Большая работа – это совершенно другие законы. Она требует, чем больше формат, тем больше деталей требует. Там нельзя просто, я не знаю, локально закрасить какие-то куски, как в этюде. Ты же обобщаешь в маленькой работе, в малышке. Ты обобщаешь, ну вот я вижу горы, там столько всего, но это работает по среднему тону. Ты выбираешь средний тон между самым темным и самым светлым, и хопа. И это мышление, если его применять на практике, ты можешь вести так работу. Все большие кусочки и маленькие тоже закладывать по средним тонам. Получается удивительная картина. А где нужно, ты можешь усилить детали и довести их вообще до звенящей, я не знаю, полутеней и все такое. Создавая центр композиции, ты усиливаешь деталировку. И это, конечно, притягивает внимание, естественно. Ты пользуешься этим приемом, как в фотографии. Фотограф, например, на двоечке диафрагмы снимает, задний план там, расфокусе. А передний вытаскивается, все тут четко. Для того, чтобы писать большую работу, она требует большей, выверенной композиции. Ты должен проработать это на эскизах и понять вот эту неодинаковость, о которой я толдычу все время, ее так развить, чтобы глаз зрителя, ну и твой, естественно, как художника, все время исследовал участки этого полотна. Он не должен натыкаться на симметричные какие-то, я не знаю, ритмы. Это сплошная асимметрия, сплошная игра в неодинаковость. Масс, расстояний между формами, цветов, тональных отношений. Когда это сделано, собрана, картина вызывает чувство восторга. И если этого нет, смотреть мне невозможно. Я не могу смотреть, когда она не собрана, когда в погоне за дешевым эффектом нарушаются основы, фундамент, что ли, живописи. Живопись перестает быть живописью. Поэтому главная цель – это, конечно, ее собрать. Собрать – это значит связать все ее детали картины в единое целое. Что это значит? Что пятна не должны повторять друг друга. И композиционно должна чувствоваться свобода, какая-то игра, какой-то танец. Я не знаю, какую еще метафору привести. Но что такое неодинаковость? Вот как это просто понять? Ну вот тело человека, все в нем не одинаково. Ну посмотрите, глаза сверкающие, какие-то зубы, губы, уши, я не знаю, пальцы, все пальцы разные. Посмотрите, как это все, ладони, какие-то штуки, все это устроено так, что и все это работает, куда-то ходит, вешает на себя рюкзак и идет, и что думает. Мозги еще даже есть у людей. И внутренности всякие, шкварчит, что-то бурлит, что-то там. Газы, понимаешь ли, какие-то копятся. Вот по этому принципу тело человека наш учитель. По этому принципу нужно вести работу. Все абсолютно разное. Толщины разные, расстояния, в общем, все. Анонс для примера об уроке из онлайн-школы с того места, где мы сегодня работали. А потом я покажу то, что мы сделали, то, что сегодня получилось. Очень многих художников привлекают крыши домов для живописи. В каждом городе, конечно, есть такие места, куда хочется забраться и посмотреть на это разноцветие. Можно взять небольшой этюдник. Кстати, хорошо иметь два, по крайней мере, два. Один такой походный, а другой побольше. Я перешел на складные палитры, которые, в общем, сам сделал, сам изобрел.
Так вот, налегке выбрать состояние, когда оно наиболее выразительно. И если такое место найдено, можно приходить хоть 1000 раз, и будет всегда разное небо, разные крыши, разный цвет. Одно из моих любимых мест, где я могу пописать крыши вот так много раз, это Гурзуф на Ленинградке. Я много раз проходил здесь, и всегда и крыши, и дальняя гора, море, и улочка, все по-разному окрашено, и мне всегда хочется поработать. Я записал видеоурок на эту тему, 34-й, крыши Гурзуфа. Как всегда, сложные отношения, как всегда мы будем их выстраивать. Один цвет и тон цепляются за другой, и мы постепенно двигаемся. Вы все видите на экране. И замесы на палитре, и мотив, и то, что происходит в холсте. Надеюсь, что этот урок еще одна капля в копилку вашего вдохновения. Друзья, еще радостная новость. На сайт загружены практически все мои работы, которые я хочу вам показать. Заходите, пожалуйста, на сайт, галерея живописи, вкладка, и там различные папки. Не хватает еще папки с набросками, но я ее буквально вот сегодня-завтра доложу, и вы будете еще их видеть. Если возникает интерес к работе, к ее приобретению, пишите в личку, и мы с вами обсудим все детали. Не забывайте, пожалуйста, о лайках, комментариях. Это развивает канал, а я в этом нуждаюсь.